В неустанном мире развлечений, который движется без остановки, бывают моменты, когда глубочайшие эмоции пробуждаются именно тогда, когда все внезапно затихает. Февраль 2026 года стал одним из таких периодов. Без громких заявлений и блистательных выступлений Ким Тэ-хён в очередной раз заставил мир затаить дыхание, не новой музыкой или зрелищным выступлением, а своим спокойным, почти приглушенным, но глубоко значимым присутствием. В последние несколько дней внимание всего мира было приковано к Лиссабону, городу, обычно известному своим золотым светом, мощеными улицами и расслабленной южноевропейской атмосферой. Он внезапно стал международным центром внимания. Ким Тэ-хён, находившийся в Португалии с BTS в условиях плотного графика, казалось, жил в другом ритме. Не было чрезмерного ажиотажа, никаких громких официальных заявлений, только фрагменты небольших моментов, которые каким-то образом сумели пробудить эмоции миллионов. В разгар этой тишины произошло нечто неожиданное. Пока публика еще обсуждала фотографии Тэ-хёна в Лиссабоне, снимки, на которых он выглядел спокойным, уставшим и задумчивым, от тихого сидения в кафе до культового кадра, где он опирается на колонну, Тэ-хён внезапно нарушил молчание постом в Инстаграм. Без долгих слов или эмоциональных объяснений он поделился серией фотографий в формате слайдов, и именно в этом заключалась их сила. Каждый слайд раскрывал фрагменты жизни Тэ-хёна в Лиссабоне. Были фотографии мягкой атмосферы города, медленно опускающегося на улице света сумерек и тихих уголков, которые, казалось, отражали его внутреннее состояние. Были также простые портреты самого себя, без драматических поз, без надуманных выражений лица. Все казалось личным, как будто Тэ-хён приглашал поклонников ненадолго взглянуть на его мир, не как на мировую суперзвезду, а как на человека, неспешно прогуливающегося по чужому городу. Однако одна фотография среди слайдов сразу же привлекла внимание и стала горячей темой в социальных сетях. На этом снимке Ким Тэ-хён запечатлен с Пак Хён Сиком. Ничего лишнего, ничего вычурного. Вместо этого все выглядит просто, тепло и искренне. Тэ-хён и Пак Хён Сик идут рядом, непринужденно держась за руки. Оба в одинаковых очках в прозрачной оправе, создавая впечатление непринужденности и аккуратности. Их выражения лиц спокойны, почти как у двух друзей, возвращающихся домой после концерта, наслаждающихся остатком вечера, не стремясь быть в центре внимания. Фотография особенная не из-за позы или фона, а из-за энергии, которую она излучает. В ней есть комфорт. Есть близость. Есть чувство безопасности, которое может возникнуть только от связи, проверенной временем. Для преданных поклонников этот момент далеко не обычная фотография. Это подлинный портрет дружбы, давно известной публике как одна из самых искренних связей в корейской индустрии развлечений, дружба между Ким Тэ-хёном и Пак Хён Сиком, двумя участниками группы УУГР, известными своей надежностью, зрелостью и заботой друг о друге. Что делает эту фотографию еще более трогательной, так это контекст, стоящий за ней. В условиях плотного графика BTS в Лиссабоне, глобального давления, усиленной охраны и неустанного внимания СМИ, Тэ-хён все же нашел время, чтобы поделиться личным моментом. Из всех фотографий, которые он мог выбрать, он включил одну с Пак Хён Сиком, небольшое решение, которое кажется глубоко значимым. Многие видят в этом посте эмоциональный язык Тэ-хёна. Он мало говорит. Он не объясняет, что чувствует, но с помощью одной простой фотографии он показывает, что за молчанием он не одинок. Есть друг. Есть безопасное пространство. Есть отношения, которые не требуют объяснений. Дружбу между Тэ-хёном и Пак Хён Сиком часто описывают как роскошную дружбу, не из-за материального богатства, а из-за ее эмоционального качества. Оба происходят из миров, одинаково требовательных, суровых и часто истощающих морально. И все же, вместо того, чтобы позволить популярности создать дистанцию, они построили теплые, равноправные и взаимоподдерживающие отношения. В прошлом публика неоднократно видела, как Пак Хён Сик и Тэ-хён поддерживают друг друга как тихо, так и открыто, от случайных встреч до индивидуальных проектов и небольших моментов, которые не всегда попадают в объективы камер. Их отношения всегда казались естественными, не выстроенными для всеобщего обозрения, но и не скрытыми.
Фотография, на которой Тэхён держится за руки, многими фанатами была истолкована как символ доверия и поддержки. В индустрии, которая часто требует безупречного имиджа и эмоциональной дистанции, такой простой жест кажется сдержанно смелым, не провокационным, не чрезмерным, а просто честным. Интересно, что этот пост в Инстаграм появился именно тогда, когда Тэхён, казалось, находился в фазе, которую многие описывают как тихую, но в то же время тяжелую. Предыдущие фотографии из Лиссабона вызвали различные интерпретации. Некоторые увидели признаки усталости. Другие почувствовали легкую грусть. Третьи нашли спокойствие выражения лица Тэхёна, которое, казалось, не пыталось никому угодить. На фоне всех этих интерпретаций присутствие Пак Хён Сика в посте Тэхёна ощущалось как противовес, напоминание о том, что за всемирным вниманием общественности и ожиданиями публики у Тэхёна все еще есть небольшой круг общения, который дает ему возможность дышать. Пост быстро стал главной темой на корейских развлекательных порталах. Многие СМИ отметили, как Тэхён, не говоря ни слова, сумел передать так много о дружбе, о присутствии рядом и о важности человека, который может идти рядом, не требуя объяснений. Для поклонников BTS этот момент стал еще более особенным, потому что он произошел в разгар напряженного графика группы. Лиссабон был не просто местом назначения, а точкой пересечения профессиональных требований и личных потребностей. И Тэхён по-своему решил поделиться и тем, и другим в одном тихом посте. Не было длинной подписи. И именно поэтому пост получился таким безошибочно узнаваемым, как пост Тэхёна, тихим, элегантным и наполненным смыслом. Изображение Тэхёна и Пак Хён Сика также вызвало множество эмоциональных реакций. Некоторые тепло улыбались. Некоторые были глубоко тронуты. Другие почувствовали, как важно иметь человека, который действительно понимает нас, особенно когда мир кажется слишком шумным. В корейской индустрии развлечений, известной своей конкуренцией, такие отношения часто считаются редкостью. Тем не менее, группа УУГР и особенно Тэхён и Хён Сик неоднократно доказывали, что настоящая дружба может расти и сохраняться даже под самым ярким светом софитов. Возможно, в Лиссабоне снова воцарится тишина. График BTS продолжится. Посты в Инстаграм будут вытеснены новым контентом. Но эта фотография, Тэхён и Пак Хён Сик, держащиеся за руки, в прозрачных очках, спокойно идущие домой, оставила неизгладимое впечатление. Не из-за сенсации, не из-за споров, а из-за своей искренности. В мире, который постоянно требует громких голосов и мгновенных объяснений, Ким Тэхён в очередной раз выбрал язык, который он знает лучше всего – осмысленное молчание. И на этот раз в этом молчании он не был один. В заключение, простой пост Ким Тэхёна среди суеты и тишины Лиссабона кажется маленькой теплой паузой для каждого, кто его увидит. Без лишних слов и натянутых повествований, фотография показывает, что за всемирным вниманием публики и требованиями статуса мировой иконы скрывается личное пространство, которое он продолжает оберегать, пространство, наполненное искренней дружбой и присутствием людей, которые заставляют его чувствовать себя в безопасности. Фотография Тэхёна с Пак Хён Сиком – это не просто портрет двух знаменитостей. Это отражение зрелых, спокойных и взаимоукрепляющих отношений. Напоминание о том, что истинная роскошь не всегда принимает форму грандиозных сцен или бурных аплодисментов, а скорее способность идти рядом с тем, кто нас понимает, даже в тишине. Когда камера медленно отъезжает, и Лиссабон возвращается к своему спокойному ритму, становится ясно одно – Ким Тэхён никогда по-настоящему не исчезает в тишине. Вместо этого он предстает более честным, более человечным. И одним простым постом он приглашает мир увидеть, что за спокойствием скрывается история дружбы, равновесия и смелости оставаться верным себе.